Рассказ называется «Учитель Чак». Чак был ротвейлером, у него была очень богатая биография. Но несмотря на это, на милицейском довольствии не числился никогда. Я тогда работал в питомнике МВД, а Чак был просто моей собакой. Не знаю как, тяжело или легко ему тут было. Мы с ним практически были неразлучны. Куда я, туда и он. Я проводил занятия по послушанию и защите, и Чак время от времени мне в этом помогал. Иногда я выводил его на площадку, чтобы показать правильное исполнение некоторых команд, а когда заставлял ходить вокруг него тех хозяев с собаками, чьи питомцы отличались дрочливостью. Я-то знал, что Чак первым не нападет, а сдачи обидчику даст только в том случае, если я разрешу. Иногда же ему приходилось воспитывать и самих владельцев собак. Однажды пришла ко мне заниматься дрессировкой девушка с молодым кобелем доберманом Пинчером, чья жизнь до этого момента не омрачалась даже намеками на воспитательные воздействия. Полнейшая избалованность любимца уже выливалась в достаточно дурные привычки. В частности, даже самые робкие попытки хозяйки управлять им пресекались хваткой за руку. Конечно, не в полную силу пока, без крови и рваных ран, но достаточно болезненно. На собачьем языке это означало как бы «отвяжись от меня». Хозяйка была не лишена воображения и, видимо, осознавала, что может случиться, если пес разозлится не на шутку. Каждый раз она испуганно отступалась. Но как водить его по улице и гулять с ним во дворе? Он же рано или поздно порвет кого-нибудь. Сама она готова была терпеть от добермана все укусы и ссадины. Но что если пес укусит ребенка, к примеру? Такие вот размышления и привели эту девушку к нам на площадку. Немного понаблюдав за этой парой, я предложил девушке простое и эффективное, на мой взгляд, решение. А давайте мы руку вам поверх рукава колючей проволокой обмотаем и спровоцируем пса, пускай попробует вас укусить за руку. Наверное, сразу поймет, надо ли ему это делать. У меня в голове уже выстроился план педагогических мероприятий, но тут девушка подняла на меня полные слез глаза и решительно замотала головой. Что вы говорите? Как так можно с собакой обращаться? У вас сердца нету, что ли? Ему ведь больно будет, а я очень его люблю. Дальнейший разговор свелся к просьбам придумать какой-нибудь более мягкий, деликатный способ воздействия на собаку. Доберман сидел рядом, предоставленный самому себе, и был очень этим доволен. Я понял, что воздействовать придется не на пса, а на хозяйку в первую очередь. При этом безо всяких муси-пуси, никакой пощады, надо нагнать жути по полной программе, а иначе не поймет. Лучше сделать это сейчас, а то потом поздно будет. Мой план состоял в следующем. Один из наших персонажей в миру являлся студентом-медиком. Причем его курс как раз водили в морги на вскрытие тел. Я переговорил с парнем, и очень скоро он раздобыл мне фотографию полностью анатомированного покойника. Для тех, кто не в курсе, полностью анатомированный – это значит выпотрошенный. В теле разрезано все, что только можно разрезать. Органы все извлечены и вывернуты наизнанку. Таким образом достигаются научные и учебные цели. Но зрелище до крайности неприглядное, жуткое попросту говоря, особенно для человека неподготовленного и впечатлительного. Фотографию я немного подфотошопил на компьютере, окутал глубокой тенью ухмыляющихся студентов, добавил кровавой жижи, поработал с лежавшим поперек тела шлангом для последнего омовения. И буквально на следующем занятии дождался подходящего момента. Как раз доберман в очередной раз за руку цапнул хозяйку. Я подошел, когда она нянчила на коленях свою укушенную руку. Слезы капали у нее из глаз. И она свободной рукой отгоняла мух от своего любимого питомца. Я поднес отпечатанную фотографию ей прямо к лицу и загробным голосом произнес: «Видите, этот мужик тоже очень любил своего ротвейлера. Вон и поводок сверху лежит, царство ему небесное». И кивнул ей на Чака, которого заблаговременно посадил поблизости. Помог статус милицейского питомника. Вопрос о происхождении и подлинности снимка у нее не возник. Девушка в ужасе отпрянула. Вот она посмотрела на мордашку Чака, который как по заказу смачно зевнул и облизнулся. Потом снова на фотографию. Я понял по лицу девушки, что у нее заработало воображение. И до нее наконец дошло, что может случиться непоправимое. Она решительно протянула мне руку с натянутым на ладонь рукавом и сказала: «Обматывайте». Это был переломный момент в моем плане. Стоило в голове у хозяйки воцариться относительному порядку, и дело у обоих стало налаживаться. После того,
Как с дрессировкой было закончено, я пригласил девушку в кино. А спустя какое-то время она стала моей женой. А наши милые питомцы очень сдружились. Вот так и бывает в жизни. Спасибо, что слушали меня. Ставьте лайк и подпишитесь на мой канал.